Я в то время работал в правительстве Москвы, был чиновником. Мне нужна была та сфера, в которой я действительно понимал, что я могу приносить там пользу. Я искал людей одержимых, у которых действительно зудит. И теперь видео Диминых погружений поражает умы всех дайверов мира, потому что он еще и плавает там под водой. А чего страшнее больше всего? На самом деле там мы все с ограниченными возможностями. Когда тебя хватает за нос под водой другой мужчина, это не очень соответствует чувству свободы. То есть ответ на вопрос «почему и зачем?» в первую очередь «мне это интересно». Безусловно. Становясь инструктором, я никак не предполагал, что я буду этим заниматься всерьез. А вот когда появилась возможность чем-то заняться для себя, то стал вопрос, чем наполнить это время. И в тот момент мне пришел на память один эпизод, который я видел еще в 2000 году, но суть его понял только спустя почти 20 лет. Я проходил какой-то из очередных курсов. Это дело было на лодке, был в Египте, в Хургаде. 3 молодых людей, мужчин, привлекли мое внимание. Перед тем, как погружаться, 2 молодых крепких ребят брали своего 3-го товарища и бросали его в воду. И прыгали вслед за ним уже в полном снаряжении дайверском. А когда спустя час примерно они возвращались обратно, то они 2 3-го подсаживали на борт лодки, и он как-то так ползком, необычайно ловко добирался до инвалидной коляски, садился в нее. Только спустя годы я понял, точнее, я узнал, и поскольку начал этим интересоваться, что тот человек на коляске – это Марк Слинга, английский инструктор, который в то время действительно работал в Хургаде и обучал дайвингу людей. А те 2, которые бросали в воду, его студенты, которые физически здоровы, без ограничений. Он, инвалид, обучал этих здоровых ребят. И вот этот эпизод, который вдруг всплыл в тот момент в моей памяти, наверное, и решил дело, почему я для себя понял, что я хочу работать с людьми с инвалидностью, мне это интересно. То есть ответ на вопрос «почему и зачем?» в первую очередь «мне это интересно». Безусловно. Сегодня 2 на 1, 2 инструктора и 1 потенциальный дайвер. Это стандартная ситуация или у нас сегодня какое-то особенное мероприятие? Вы понимаете, дело в том, что сегодня у нас не совсем стандартный будущий дайвер. Да, я передвигаюсь на коляске, и поэтому сегодня впервые пробую заняться дайвингом. Первый раз, да. Волнительно немножечко. Чего страшнее больше всего? Страшнее всего это остаться без воздуха и когда уши закладывают. Мне просто говорили, что можешь заложить уши, и как-то будет неприятно. Но я думаю, что так как 2 все-таки инструктора уже опытных, сегодня вы в надежных прошедшие огонь, воду. Дмитрий с 2015 года занимается с дайверами с инвалидностью. Вы Я когда занимаюсь начали? этим 2 года, почти 2 года, тоже 2 года назад. С Дмитрием были знакомы. То есть Дмитрий раньше в это втянул, да? Предложил, бросил клич, я решил, надо попробовать для себя попытаться, получится или нет. Почему вас привлекла эта идея? Преодоление нового, сложности. Потому что, одно дело заниматься, как я в шутку это называю, с двуногими дайверами, у которых нет ограничений. Выбрал для себя задачку со звездочкой. Моя первая студентка с инвалидностью, она тоже, как и Аня, была колясочницей. Я справился, втянулся, мне понравилось, стал следующих студентов набирать. И тоже на бесплатной основе. Значит, бесплатная основа, она идет в том, что мы, как инструктора, за обучение денег не берем. А так накладные расходы, как то аренда бассейна, как стоимость учебника, это, уже оплачивается каждым самостоятельно. Благотворительность заключается в том, что мы обучаем бесплатно. Как у вас получилось исполнить мечту многих, пожить какое-то время, приличное время у моря? Я не считаю его приличным. Я думаю, что пожили бы немножко больше, то оно было бы еще более приличным.
Я в то время работал в правительстве Москвы, был чиновником. А в какой департамент возглавляли? Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Я был заместителем руководителя департамента. И к тому времени я уже 15 лет работал где-то вот около бюрократических структур московских. Закончился мой контракт, и надо было что-то делать. И вдруг я понял, что я хочу пожить с семьей. И вот несколько лет, мы думали 3 года, оказалось это 5. У меня в то время дети были совсем малы. Соответственно, им было в это время 4 и 9. Вот. И я очень хотел посмотреть, как они растут. Потому что старшие выросли, я был все время на работе, я уходил рано, приходил поздно. Работа не имела границ, она была просто неким стилем жизни. Ну, наверное, это многим знакомо из зрителей. И это стало важным. А поскольку я к тому времени уже с дайвингом увлекался, и у меня было жилье в Египте, то мы решили, что мы вот некоторое время поживем там. Я не хотел становиться инструктором работать в той области, где уже много людей, которые работают достаточно успешно, и я там не нужен. У меня ощущение собственной востребованности и полезности, пусть оно может быть мнимым, но оно должно быть. Поэтому мне нужна была та сфера, в которой я действительно, по крайней мере, себя реализовывал и понимал, что я могу приносить там пользу. И у вас сразу было принято решение, что вы это будете делать на волонтерских, да, началах? Я не рассматривал как деятельность коммерческую. Ну, чтобы это... я занимался бизнесом, я понимаю, что это такое. Я бы думал о потоках, я бы думал о рекламе, о маркетинге. А потом в какой-то момент я, очевидно, понял, что никто никогда не становился богачом, работая сам, что надо эксплуатировать других. Я бы начал думать о том, как нанять на работу других инструкторов. Чем я начал бы строить некую фабричку. А этим заниматься не хотелось? А мне совершенно этим не хотелось заниматься. Мне нужен был какой-то человеческий такой контакт. Это во-первых. Во-вторых, понимая, что... вы определили для себя, что я буду работать с людьми с инвалидностью, я не ставил задачи никакого потока. Я понимал, что я могу взять либо 3 рубля и получить репутацию человека, который наживается на инвалидах, и не брать ничего, при этом ничего не теряя. Потому что я бы ничего и не приобрел. И при этом чувствую себя совершенно свободным. В том смысле, что я в этой ситуации выбираю, с кем я хочу работать. Если человек мне интересен, то я смогу с ним вместе сделать что-то такое, что будет интересно и всем остальным. И я не буду связан некоторыми финансовыми обязательствами. Дмитрий, сколько вы уже коллег втянули? Человек по 200 уже получается. Ограничение возможностей на самом деле не у твоего студента. Ограничение возможностей у тебя, потому что есть какой-то стереотип. Вот студент должен быть такой, а приходит студент другой. И чья это проблема? Твоя инструктора или его? Занимаясь с особенными людьми, я стараюсь к ним относиться, как будто у них нет никаких проблем. То есть не делать им поблажек, не сюсюкаться. Анна, вы готовы к такому отношению? Не прыгать Мне как раз вокруг. это нравится. Да, потому что... Нет, на суше, понятно, девушка, да, помогу там пересадить все, под водой спустились, ты будущий дайвер. Поэтому делай все как положено. Не скидывай на то, что я вот там это не могу. Нет, мы пройдем весь курс так, как он для обычных дайверов сделан. И все нормативы, которые она будет выполнить, она выполнит наравне с обычными дайверами. Но, опять же, с учетом особенностей. Анна, а почему вы сказали, вот наоборот, меня вот это и привлекает? Не надо со мной потому шутиться. что, мне кажется, да, что это лишний раз подчеркивает инвалидность. А я уже к своему состоянию уже давно привыкла. То есть прошло какое-то время после моей травмы. И хотелось бы, чтобы все люди как-то, между собой общались наравне. Я, хотела бы ощутить себя так, как раньше, то есть как будто бы я обычный человек, и как раз-таки будут мешать вот эти нюансы, связанные с инвалидностью, ты не так повернулась или еще что. Поэтому хотелось бы ощутить как раз вот эту легкость и ощутить то, как мы, как я, допустим, ходила как раньше и плавала как раньше. Анна, открою секрет, что на самом деле там мы все с ограниченными возможностями. Мы уступаем по своим возможностям самой маленькой рыбке. Вы никогда ее не коснетесь, не догоните. И поэтому мы на себя вот это все одеваем для того, чтобы там как-то
соответствовать той среде. Мы для нее не приспособлены. И в этом смысле мы с вами, идя под воду, Наравне. абсолютно наравне. Мы такие же, там, без всех этих причиндалов, такие же там беспомощные, как любой человек. Попробуй Просто мы там уже ощутить побывали, а вы еще нет. И мы только вас туда зовем с собой. И делаем вывод плоскости. Если человек не готов, и у меня такие случаи были, я дружески, вежливо скажу: извини, у нас с тобой просто ничего не получается. Не потому, что ты не станешь никогда дайвером. Поверь мне, я вижу, ты станешь. Но мы не сделаем с тобой нечто такого игристого, волшебного, чем можно будет увлечь людей. А что такое не готов? В каких случаях вы отказывали обратившимся к вам людям? Я искал людей одержимых, у которых действительно зудит. И вот которые хотят действительно, вот, невзирая на отсутствие денег, невзирая на отсутствие возможностей, физических возможностей, они хотят оказаться под водой. Они хотят там увидеть что-то. Важно, чтобы у него это было желание. И он ради этого желания был готов что-то делать. Легко ли было найти таких героев? Я искал полгода, переписывался с разными людьми, прислал свои предложения, рассказывал, как это все будет. И получил согласие от Дмитрия Павленко. Я приехал в Москву, мы сделали с ним погружение в бассейне. Он сопровождает все время с женой, с супругой Ольгой, которая помогает ему. И я попросил Ольгу взять на всякий случай купальник. Они в первый раз погружались оба. Дима погружался, вообще был в воде впервые за 19 лет. Он в свои 19 лет в армии получил вот эту травму, лишился рук и ног. И он всю жизнь с тех пор не был в воде, потому что считал, что он утонет. И насколько он волновался, и насколько он решительно пошел, это было... Когда узнаешь всю его историю в подробностях, понимаешь, насколько это мужественный был поступок. И Ольга сказала решающую фразу, которая открыла зеленый свет. Я за это ей благодарен. Она сказала: это то, что мы можем делать вместе. И это стало гарантией того, что он будет продолжать заниматься. И они стали обучаться вместе. И она прошла довольно сложный курс, больше, чем кто-либо из дайверов, потому что она должна была научиться погружаться настолько уверенно и профессионально, чтобы быть напарником ему, человеку с ограниченной возможностью. Дима обучился. Мы в Подмосковье с ним нырнули. К нам пришли камеры, сняли все это, об этом всем рассказали человечеству. Я говорю: может, подальше попробуем что-нибудь еще? Мы же можем дальше. Видно, что дальше можно идти. Дима готов идти дальше. И мы пошли дальше. Мы поехали в Египет и стали нырять там. И установили рекорд мира глубины погружения для человека без рук и без ног. Его зарегистрировали, французская ассоциация. На какую глубину он погрузился? Он погрузился на максимально разрешенную глубину для любительского дайвинга, на 40 метров. Предыдущий рекорд был 33 метра. Он был сделан в Бельгии. И он был сделан в бассейне. При этом этот замечательный спортсмен, который погружался в эти 33 метра, его держали за руки. Есть видео просто. 3 человека. И по стандартам это правильно. А Дмитрий погружался в открытом море абсолютно один. То есть мы все кружились, и по условиям вокруг него, и по условиям рекорда никто не мог его прикасаться. А технически как это возможно? Там 2 момента, которые он должен следить соблюсти. за приборами, Вы же как регулирует. с дайвером сейчас. Значит, там же, помните, 2 момента. Это первый, надо продуваться, чтобы выравнивать давление при спуске. Я просто пытаюсь сообразить, как я это сделать без рук? Сейчас я вам все расскажу. А второй момент, это, собственно, управлять, стравливать, подкачивать наперед, когда ты спускаешь жилет, и стравливать его, когда поднимаешься. Начинали мы с Димой так, что я продувал ему нос. У нас был специальный знак, он мне глазами моргал, я зажимал нос. Но это было неудобно, во-первых, и ему, и мне. И мы перешли на полнолицевую маску. Но продуваться все равно же надо, поэтому есть 2 штырька, и человек, прижимая маску целиком к лицу, эти 2 штырьками зажимает себе нос. А потом, отпускает нос. Поэтому без пальцев Дима смог это делать сам, и мы... Вторую проблему, которую нужно было решить, это как он будет накачивать жилет и стравливать. Все дайверы имеют такой гофрированный шланг здесь на плече и кнопочки. И они этими кнопочками манипулировали. Также вначале я ему помогал это делать.
Но мы стремились к максимальной свободе. Вот задача моего любого проекта – дойти, не теряя головы и благоразумия, до той грани, когда человек максимально свободен. И вот когда тебя хватает за нос под водой чужой мужчина, другой мужчина, это не очень, наверное, соответствует чувству свободы. Оказалось, что есть жилет, у которого вместо кнопочек на гофрированном шланге здесь, на плече, есть маленький рычажок здесь. Но он маленький, потому что он сделан под пальцы. А у Димы нет пальцев. И есть первые кадры, как мы это сделали. Мы столовую ложку прикрутили к этому маленькому рычажку. И первую свою поездку в Египет и первую неделю дайвинга он пронырял со столовой ложкой. Вот, мы поняли, что эта идея живая, и дальше мы уже сделали рычаги на 3D-принтере и проверили разные конфигурации, чтобы ему было удобно. Таким образом, он может опускаться вниз и подниматься совершенно самостоятельно. Но мы пошли же дальше. Нам же, то есть вверх-вниз уже получается. А вот горизонтальное направление, то есть у него нет ни ног, к которым можно было приделать ласты, ни ладоней, на которые можно делать грибки. В итоге его друг помог это сделать. Это устроено так, что когда он рукой двигает вперед, он складывается. А когда он двигает назад, он распрямляет, соответственно, обеспечивает толчок и движение. И теперь видео Диминых погружений поражает умы всех дайверов мира, потому что как человек без рук, без ног не только опускается, он еще и плавает там под водой. Ну что? Ой, вообще впечатление непередаваемое, если честно. Поначалу, когда только вот в первый раз начали погружаться, у меня какой-то страх, я боялась захлебнуться. У меня даже немножечко так получилось, что я чуть-чуть подзахлебнулась, и поэтому в панике начала подниматься. А потом, когда уже второй раз, этот страх уже прошел. Дмитрий, инструктор, вообще, мне кажется, он золотой человек, он как-то прям вот, жестами успокоил, словами, сказал, все хорошо. И у меня как-то этот мандраж ушел, и я начала дышать. И вот это дыхание как-то оно успокоилось. Самое главное, не паниковать, я так поняла. То есть И потом вот как-то получилось. Да, начали делать упражнения тоже. Вначале, когда вода и суша — это совершенно разные вещи. Конечно. На суше я вообще, как по-другому. Так все было легко и просто. А когда ты находишься уже в этой среде, в воде, там уже вообще уже начинаешь. Но тут самое главное — понимать все эти жесты. Что говорит инструктор, именно прислушиваться. Поэтому с первого раза не получилось. Со второго раза, когда вот уже нырнули, тогда я уже прям вот четко, смотрела, то есть как он все показывал, так я и все и делала. Я ощутила какую-то свободу, они меня отпустили, и вот прям как-то захотелось плыть и все смотреть, и как-то прям нырять, и, не знаю, даже все потрогать, все пощупать. То есть вы приняли решение, что это не будет первый и последний раз? Мне уже хотите продолжать, да? Мне уже хочется, продолжать. Мне очень понравилось, интересно. Даже хочется уже более такой большой водоем. Вы знаете, я иногда испытываю в отношении себя весьма глубокие сомнения. Способен ли я на что-то? Смогу ли я сделать тот или иной поступок? Хватит ли у меня? И вообще даже возникает ощущение близкой границы. Я дальше не могу. И было бы здорово, чтобы мне кто-то в этот момент с той стороны моего забора сказал: да ты что, мы уже здесь, иди к нам. Я знаю, что мне это страшно помогло. Поэтому мне хочется об этом рассказывать. Еще второй момент, который оказался совсем вдруг, сейчас только об этом подумал, что с ребятами с инвалидностью очень комфортно работать. Почему? Потому что они на хотят. Полную отдают. Они отдаются, процессу. они хотят, да. Они при этом очень скрупулезные, потому что они сами пережили в жизни немало тяжелого, и они дорожат и жизнью, и здоровьем. Значит, они действительно хотят. То есть таких могу копать, а могу не копать.
Они, наверное, есть. Я с ними не встречался, и в этом мое везение. Вы на многие проекты собираете средства с помощью такого инструмента, как краудфандинг, и достаточно успешно. Многие скажут, а где государство, когда он видит проект призыва помощи человеку с инвалидностью? Я плачу налоги, государство должно обеспечивать все социальные проблемы. Чем парируете в этом случае? Я иду к другому. Что я буду тратить время на рассказ, где государство? Что, маленький, что ли? Он не знает, где государство? Во-первых, нигде в мире. Если маленький не знает? Вы знаете, вот мне совершенно не хочется тратить на это время. Мне настолько неинтересно. Не быть ни адвокатом государства, ни обвинителем государства. Потому что жизнь коротка, и вот что я буду об этом говорить? Если бы я там сейчас работал, я бы, наверное, какие-то слова бы нашел. Я вам показываю с примером своих партнеров, что если у вас есть цель, вы можете ее добиться. И выбор инструментов, оказывается, может быть несколько шире, чем просто ожидание или просьба у государства. Для нас важно такие прецеденты создавать. И вот мы сейчас делаем сафари, и такого не было сафари в России. Да и в мире, пожалуй, такие были единицы, когда группа инвалидов идет вот такой поход недельный, да, на лодке в открытое море, чтобы нырять там в интересных местах. А с ней идет группа сопровождения опытных дайверов, которые будут им помогать. И нам хотелось показать, что, можно что-то ждать, а вот можно и так. Мы можем сказать, что ваше, условно, движение является таким примером ресурсной экономики, когда каждый делится излишком, в вашем случае, вот как здорово, что вы нашли это прекрасное название. Да, вот это самое, эта идея ресурсной экономики, она меня в свое время увлекла. Она заключается в том, что каждый из нас имеет избыток ресурсов, и мы этого даже не осознаем. Мне в свое время такой по литературе был пример, когда студент какого-то вуза, дело было, может быть, в Америке, может быть так, в общежитии придумал такую штуку. Принтер есть не у всех, а у некоторых они есть. И он эти компьютеры с принтерами, согласие их владельцев, объединил в сеть. Таким образом, любой, кому надо что-то было распечатать, мог послать на печать на любой свободный в этот момент принтер. А потом прийти к какому-нибудь товарищу, постучать, и тот, не знаю, под двери просунет распечатанный материал, а, соответственно, получал за это деньги. То есть человек, который простаивает принтер, вдруг заставил этот принтер на себя немножко зарабатывать. Понятно, оплачивая расходные материалы, и что-то принося своему владельцу. Вот пример ресурсной экономики. Волонтерство. Тот же самый пример. По вашему мнению, механизм ресурсной экономики в России не работает на полную активно, как мог бы, только потому что не все это развивают, или есть еще другие причины? Нет, подождите. Он работает. Он работает. Просто когда вы говорите, он бы мог работать на полную, но это как бывший чиновник, говорю, а на полную это насколько? Так, чтобы это стало таким заметным социальным явлением. Не надо ставить каких-то для себя глобальных задач. Что мы либо, как, опять же, это синдром Ильи Муромца, мы либо лежим на печи, а если уж мы встанем, то прям мы должны всех. Давайте делать, что вы можете делать. Я понимаю, что я могу обучать других людей, я могу привлекать волонтеров. То есть люди вовлекаются. И я это замечаю. А то, что это могло быть масштабней, да, наверное. Если я буду рассказывать человеку, который смотрит на это со стороны, он скажет, какие пустяки. Что там? Казалось бы, а где эти вагоны, где эти составы с людьми, которые поют на Дальний Восток, где это горит или на БАМ, вот что надо, вот ты нам это покажи. Я говорю, не могу. Я делаю то, что я могу. Поэтому ресурсная экономика работает так, как работает общество. Насколько общество на сегодняшний день адекватно. Насколько общество способно. Это никак не связано с властью. Это же люди. Насколько это люди способны, не знаю, чем-то делиться, чем-то проникаться, чем-то вовлекаться. Ведь ресурсная экономика не обязательно отдавать, но и брать тоже. Это же обмен. Да, взаимообмен. Это обмен. Многие же не готовы делиться. И многие не готовы принимать. Для людей, которые задумываются или планируют работу с людьми с инвалидностью, не обязательно спорт, может быть какой-то некоммерческий сектор, благотворительный фонд,
От каких бы иллюзий вы сразу посоветовали бы избавиться? Не ждите благодарности, а ждите удовольствия. Потому что, как минимум, удовольствие, удовлетворение, скажем так. Удовлетворение того, что ты делаешь, ты получать должен. Все равно основное – это собственное желание и удовлетворение от того, что твое желание реализовалось. И когда я еще был чиновником, когда я на почте служил ямщиком, когда я был чиновником, то я был на одном совещании, и там выступал, вот сейчас не помню имени этого человека, но смысл заключался в том, что он печатник, по-моему, с типографией, какая-то вот типа. И он делает из обрезков бумаги этой типографии, собирает их в стопочки, и потом вместе в каком-то клубе с аутистами они делают вместе тетрадочки. И как-то их там маркируют, что это тетрадочка, блокнотик сделан человеком с аутизмом. И там как-то то ли продают, то ли дарят. В общем, какой-то процесс. Но, тем не менее, этот процесс требует, что этот человек каждый день собирал обрезки бумаги, сортировал их, чтобы из них получилось эти буклетики или там тетрадочки. И его спрашивают, а зачем вы это делаете? И он дал потрясающий ответ, который просто, мне кажется, должен быть ответом для любого человека, который работает с инвалидом. Он сказал, я не знаю, почему я это делаю. То есть вся логика, она против того, чтобы я это делал. Я это делаю, потому что я этого не делать не могу. Потому что я этого хочу. И не надо препарировать мое «хочу», где у него селезенка, где у него там позвоночник, где почки, где еще что-то. Это цельное, неразделимое явление, желание. И можно, конечно, его там отвести к психологу и выкопать, что у него в детстве там что-то такое там было, что вот это внес. Я не знаю, мне кажется, это делать не стоит. И как не стоит задавать «почему» вопрос. Потому что он хочет этого.